О, всем доброй ночи. Я смотрю, народ собрался. У нас тут дождь и ветер, дорогие друзья, поэтому немножко помехи с интернетом могут быть. Вот поэтому долго как бы загружался. Ну, надеюсь, обойдется, в принципе. У нас прям так было хорошо, утром встала, так тепло, аж сглазили. И пошло. Так потемнело, такие тучи пошли в 5 часов в Москве. Аж прям темно стало. Ну вот льет теперь и льет. Мстит нам за хорошую погоду сегодня. Сильно порадовались. Давно не снимала прямой эфир, потому как времени нет. Устаю. Вот решила сегодня снять и заодно, знаете, что попросить в начале эфира. Вы один раз уже отправляли, как я одолел своих врагов. Я прямой эфир снимала с голосовыми. И давайте еще, потому что после этого я давала много ритуалов новых. И я считаю, что есть еще много ритуалов, которые вы испробовали, и можно узнать, как они у вас получились, каким образом. И кроме всего прочего, знаете, ваш пример, он же вдохновляет других людей, и люди понимают, каким образом бороться с врагами. Как говорит Илона, время подонков закончилось. Теперь подлые люди получают по полной программе. Наверное, я пришла в этот мир, чтобы защитить хороших людей, я об этом говорила. Чтобы дать возможность достойным людям дать отпор подлецам, понимаете? И я прочитаю несколько таких, кстати, пока не забыла. Сейчас вот, сейчас посмотрю, да. Это касаемо ритуалов именно, вот воздаяние врагам. Я даже в прямом эфире, ой, нет, в сообществе этот СМС поставила. Уважаемый Инга, огромная благодарность за бесценный ритуал. Хочу поделиться результатом. Вчера вечером провела, а сегодня утром мою коллегу по работе обокрали. Теперь ей долго будет не до сплетен и интриг. Все воздалось по делам ее. Низкий вам поклон и так далее. Пожалуйста. Буквально на днях было выставлено и уже результат. Так что отправляйте голосовые и напишите касаемо врагов, что у кого как получилось. И вы знаете, подлые люди, они больше всего орут о прощении, о том, что надо прощать, надо быть терпимой друг другу и так далее. Я зашла под свой ролик, где я показываю лицо, да, и там, значит, внизу написано, женщина написала о том, что, ну, зрелище, конечно, не из приятных, но вы понимаете, что вот в мире ничего просто так не бывает. В общем, целую лекцию, трактат мне о морали прочитала и в конце сказала, и самое главное, мы должны все быть хорошими людьми, терпимыми, чуткими, тактичными к друг другу, тогда весь мир будет, так, значит, в мире будет спокойствие и хорошо. И я смотрю, значит, подлая тварь говорит о тактичности, чуткости, о доброте. Человек, который зашла и под таким роликом написала гадость, она говорит о том, что мы должны быть тактичны, чуткие друг к другу, что мы должны быть хорошими людьми, не оскорблять, не плевать в душу друг другу. Знаете, палачи обожают своих жертв учить доброте. И вот запомните, тот человек, который вам говорит, что надо прощать, надо быть вот это, Господь Бог как учил, а Иисус Христос и так далее. Это самые конченые подлые личности, которые существуют. Как только коснется их, вот просто их, на их мозоль наступят, они такое сделают, что вы просто охренеете. А учить других уму-разуму, как надо всех прощать, быть моральными. Я еще раз говорю, когда
Я вижу, что люди действительно достойные дали отпор и возмездие свершилось. И я радуюсь за них, потому что я это им отдаю для этого. И когда я вижу возмущение некоторых, вот как вы можете выставлять, еще радоваться, у человека такая беда, а вы все радуетесь. И я говорю, вот это именно, она просто себя узнала. Это ее типаж ублюдков. И как только она узнала себе подобную, которая получила, понимаете, по морде прямо от души, она сразу же начинает в ней вот это кипит, ей неприятно. Неприятно, что люди говорят, вот и хорошо, что получила, и молодец. Ну, например, я же вам говорила, магия, которому я вас учу, это не та магия, которая причиняет боль. Вы же не порчи делаете, вы же не вредите человеку, вы же не лезете в его личную жизнь, его работу. Нет. Вы отдаете обратно то, что он сделал. Вот и все. И вот подлые люди ужасно возмущаются, да, они узнают себя. Они очень возмущаются. Вот, ну вот женщина написала мне, говорит, одна женщина где-то 5 лет, что ли, в общем, писала заявление на нее, ее звали в милицию, все время допросы какие-то там постоянные и прочее, прочее. В общем, чуть ли не до срока не дошло, потому что у нее там маленький магазин был. В общем, она ее достала, просто достала, вот постоянно этому человеку житья не давала. Проверки приходили все время, ей пришлось закрыться. И она, в общем, вот так торжествуя, сказала, мол, вот, боженька, и наказал некоторых. И эта женщина начала читать «Да воскреснет Бог». Кстати, «Да воскреснет Бог Осирис», да, уже не первый раз пишут, уже я несколько раз выставляла. Она начала читать это, и на 10-й, что ли, день у этой бабы сын повесился. И вот все написали, ну вот и получила она. Единственный сын повесился. И внизу несколько человек написали, вот как вам не стыдно, у человека горе такое, а вы вот все радуетесь, вот как так можно, вот прямо не могу понять, люди, вы все радуетесь. А я смотрю и думаю, а ты можешь, тварь, понять, что она в течение 7-8 лет эту женщину сжирала то в налоговую, пишет, то в прокуратуру, то в милицию, то говорит, что она там наркотики в магазине продает. То, чего только не делала, этот человек, в конце концов, просто устала бороться и закрыла этот магазин. А ты, тварь, можешь понять, что человек закрыл единственный магазин, который был просто источник дохода ее семьи? Ей пришлось потом продавать свое золото, чтобы как-нибудь выплыть из этой ситуации, вылезти и по новой начать жить. А ты, сука, понять можешь такое? Это нормально, это хорошо, правда? Ломать человеку жизнь, есть человека поедом, не давать житья, когда этот человек тебе вообще не мешает ничего не делать. Это ты понимаешь, сучка? Вот это нехорошо, да? Или это нормально? А когда она просто получила то, что заслуживает, и теперь будет выть всю свою жизнь, это вот как так можно? Вы думаете, подлый человек делает подлость только одному человеку? Да он всю жизнь всем делает подлость. Просто в конце концов боги рукой одного человека его наказывают. Он всю жизнь это делает. Вон некоторые жабу пожалели, знаете ли, жабу как можно, жабу, не понимая, что это магия, это часть магии, это и есть магия. И жабы, и все что угодно. А как еще? Жабу они жалеют, лицемерные твари. А значит, полоскать в грязи имя человека, это не страшно, правда? Вот пытаться человеку сломать жизнь, загрязнить имя, придумывать про человека, это ничего страшного. А жабу жалко. Понимаете? Вот о чем речь. Вот точно так же и там не добились ни хера. Вот сидят опозоренные чмошные существа, уже не знаю, что. Все, закончилась битая карта. Битая карта закончилась. Стоило ли мне выйти на арену просто, я один раз сказала, вашу мать, не надо меня вынуждать. Если я начну на вас делать, вы опозоритесь на весь мир. Вы просто не просто заткнетесь, над вами будут смеяться. У вас все закончится плохо. Меня не слышали.
потом послушали. Все, и в кого превратились эти люди? Всесоюзные клоуны, понимаете? Вот то же самое. Те, которые жалеют подонков, они просто узнают себя в них. Вот и все. Ну, конечно, нехорошо же, понимаешь, как бы э, вот бедный человек, вот он так наказался. Разве можно так радоваться? Ну как же ж так же ж? А почему бедный человек делал подлости? Я же вам говорю, всегда учат о том, что надо прощать те, которые делают гадости. Они внушают человечеству, что надо уметь прощать. Это им надо. Им очень выгодно, что мы все умели прощать. А вы не научитесь, твари, не быть скотами, чтобы потом не приходилось вас прощать. Вы будьте людьми, оставьте в покое человека, живите своей жизнью. Нет, я буду делать говно, а ты учись прощать. Вот и ложите свои головы на плаху. Или боритесь за себя. Так вот, кто хочет отправлять, собственно говоря, голосовые о том, как справилась с врагом, мы это выставим. Отправляйте. Только пишите внизу, понимаешь? Слушайте, уважаемый Дмитрий Гурянов, не ваше дело, буду я злиться или нет. Вы идите в детский сад и детей учите злиться или не злиться. Не лезьте со своими тупостями сюда. Никогда в жизни не смейте мне давать тупые советы. Я разговариваю, я человек эмоциональный. Хватит этот детский сад недоразвитых. Ой, ну не злитесь, а вот это хватит, вот этот детский сад недоразвитых личностей. Все. Секунду. Сейчас найду. Будем слушать голосовые. И еще раз говорю, дорогие друзья, вот смотрите, надо вам все же переотправлять, потому что, видите, некоторые открываются, некоторые не открываются. Смотрите, каких много. Если я просто не успела, не вовремя зашла, все, считай, этот голосовой уже не откроется. Поэтому, если те, кто отправлял, я их не... Вот эти еще есть. Я их не озвучила, откройте просто... То есть по новой отправьте Яне. Они просто, ну, не открываются. Вовремя надо их открывать, иначе все, потом уже не откроешь. Так, секунду. Еще раз. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна. Меня зовут Эльвира. Очень хочу воспользоваться возможностью и тоже поделиться своими результатами. Скажу, что я не так давно в числе счастливчиков, которым повезло обрести помощь, поддержку великих сил и богов. И приобрести ее благодаря уникальной женщине. Инга, я очень благодарна судьбе, богам, что у меня появилась возможность познакомиться с вами, с вашими трудами. Начала я по совету моей подруги Елены использовать денежные шепотки. Ну, можно сказать так, решила проэкспериментировать. И у меня получилось. У меня реально пошли результаты. Скажу, что работаю я в дистанционных продажах, и в этой сфере я новичок. Откровенно, результаты меня не радовали, моей работы. И когда я начала делать ритуалы, особенно супер результативный ритуал, это ритуал, который на достаток в доме со 100-рублевой купюры. После того, как я его сделала, мне реально поперло. То есть моя зарплата увеличилась вдвое. Такого не было. Я работаю с октября, то есть не было даже каких-то таких предпосылок. То есть клиенты стали лояльные, заинтересованные. То есть у меня продажи случались ежедневно, а раньше было, что неделями ни одного заказа. Вот. Ну, а теперь много еще всего. То есть и квартиру я снимаю квартиру, то есть я другую квартиру нашла ближе к метро. Причем это теперь не однокомнатная, а двухкомнатная квартира. По стоимости то же самое. То есть никаких дополнительных расходов. Вот. Ну и теперь про кризис. Да? Буквально за неделю до того, как нам объявили, что будет самоизоляция,
У нас была встреча с руководством, на которой обсуждалась возможность перейти на удаленность, да, удаленная работа. Вот. Но ответ руководства был, что пока это нереально, то есть минимум 2 месяца нужно для тестирования программного обеспечения, да, создания. Ну, то есть состояние было такое, можно сказать, близкое к панике. То есть остаться абсолютно без работы, неизвестно на какой срок. Спасительный заговор, кризисное время. Я уверена, что помог именно он. То есть в кратчайшие сроки все организовали, и я теперь работаю из дома. И важно, что работа из дома на удаленке приносит мне сейчас больше плодов, да, чем все то время, которое я работала раньше. Ну, за исключением марта, где скажу, что у меня были лучшие результаты в отделе за март. Вот, то есть сейчас у меня нет страха, что я останусь без денег, что мне нечем будет заплатить за квартиру, что мне нечего будет есть. Да? И еще ритуал, который мне действенно помогает, причем это мгновенные, скажем так, результаты. Это ритуал к богине Халяве. Вот он работает, прям на следующий же день видны результаты. Был момент, когда я немножечко расслабилась и, наверное, неделю не делала ничего. И мои заказы почему-то прекратились. То есть 4 дня по нолям. Вчера вечером я сделала ритуал халяве, и утро началось с заказа. Вот таким образом. И я думаю, что это только начало. Я не засыпаю, если я не послушаю «Ведьмину избу». Я каждый день с Ингой, с Яной, со всеми вами. Я очень благодарна и хочу сказать всем: не ленитесь, делайте, и помощь придет. Спасибо большое, Инга. Я очень вам благодарна. Вот последние слова самые правильные. Не лениться. Просто делать и все, и отпустить ситуацию. Обязательно вас выведет куда-нибудь, в какое-то русло, где вы сможете заработать, сможете подняться на ноги, сможете сделать так, чтобы ваше слово прошло, чтобы вас услышали и так далее, и так далее. Доброй ночи. Пойдемте далее. Здравствуйте, Яна. Ну, во-первых, хочу вас поздравить с вашим приобретением дома. Это такое счастье, да еще и рядом с Ингой. Я очень рада за вас. Вы не представляете, как. Это просто счастье. Свой дом — это счастье. Теперь по просьбе Инги говорю вам то, что я что я в кризис читала и читаю. То есть каждый день я читаю в кризисное время обращение к Аресу, призвать воинов Марса, обязательно спасительные аяты мироздания. А теперь, положа руку на сердце, скажите честно, а ведь нам хотели все-таки внедрить насильственную вакцинацию и не внедрили. И вот то, что мы ожидали более страшные вещи, они не случились. Не так долго тянулось это все, как ожидалось и как говорили. И не смогли все-таки сломить вот народ, и не смогли пробиться, а все шло к этому, потому что мы просто видели, какое стадо вокруг нас собралось, и мы просто боялись, что с их молчаливого согласия это все протолкнется и все сделают. И штрафами грозились, и чем только не грозились, и чего только не было. Но вот много людей начали это читать, делать, и в итоге мы пришли к тому, что это как бы, знаете, вот как призрак коммунизма. Все о нем знают, никто не видит. Ну, уже вроде и слышат, да, про какой-то там вирус, но уже он всерьез не воспринимается. Уже не смогли протолкнуть ту политику, которую хотели, которую намеревались. И чипизации, и прочее. Все, что намеревалось, и все, что реально было уже как бы шло к этому, все остановилось. Начали жрать друг друга депутаты, начали сажать губернаторов, начали выгонять, началось там бунты, тут еще чего-нибудь.
Но это не случилось. То есть то, что мы, чего мы боялись, это не произошло. А потому что огромное количество людей собрало воедино свою энергию и начали читать и просить силы. Давайте дальше. Если на улицу выхожу, то тьма тьмущая надо мной, шепотки. Вот, читаю еще «Я фартовая», молитвку к силам Вселенной каждый день. Вот, и в принципе меня это, я думаю, что это меня спасло. Вот просто спасло. Я неделю сидела дома без работы, потом меня все-таки вызвали на работу. И даже не просто вызвали, а еще и встречают на машине и провожают на машине, чтобы я без всяких проблем доезжала. И кроме этого я обязательно делаю все те ритуалы, которые и делала раньше. И деньга накопится, и денежный источник, и халяву. Вот, и цыганский король, и сохран денежный. Плату за боль я делала, потому что в жизни много чего пережила. Вот, римский, очень хороший. Получить денежные дары замечательный просто. Славься фортуна изобильная. Повернуть судьбу к себе. Ведьма Анею. Вот, и госпожу удачу, замечательные, просто вот великолепные. Спасибо огромное, низкий поклон вам, что вы печатаете, и Инге, что она нам дарит такие ритуалы, просто великолепные. Спасибо, спасибо. Пойдемте далее. Это немножко из старых записей, как пережили кризис. Но ничего, я хочу некоторые из них включить все-таки. Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, уважаемая Инга и все подписчики. Меня зовут Альбина. На канале я как Алиса К. Когда начался этот кризис, карантин, естественно, нас тоже закрыли. У меня были немного деньги, и я как-то спокойно сидела неделю. Потом, естественно, деньги мои стали заканчиваться. Я решила начать делать ритуалы. Начала я с ритуала разбить стену неудач. Потом создать свой удачный мир. Потом появился ритуал «Спасительный заговор». Я читала утром и вечером, как говорила Инга. Потом я решила попросить Фортуну, чтобы положила ей записку и написала, чтобы она мне помогла дать заработать. И вот начальник не разрешил выйти на работу и работать с закрытыми дверьми. Тогда у меня уже не было денег. И тут я еще увидела ритуал, заговор, перед тратой денег. И вот в этот день все, что я потратила, к вечеру мне все они вернулись. Я была в шоке. Получить денежные дары. Ритуал меня вообще добил. В этот день мне вообще сделали предложение выйти замуж. К чему это было, не знаю. Было смешно. Может, денежный мужик был. Ну и какие-то подарки в этот день мне тоже были. Так, шоколадки, что-то такое. Главное, что не лениться и читать. И утром, и вечером я читала вот этот спасительный ритуал. На канале я 2-й год. Особо машину, шубы и все такое я не приобрела, но я приобрела спокойствие, уважение к самой себе. И я поняла, что на этом свете, если ты сам для себя не будешь, то никто тебе не... Ты вообще никому не будешь нужен. Дорогие друзья, каждый приходит ко мне для того, чтобы найти свое. Понимаете? Для того, чтобы найти свое. Кому-то не хватает душевного покоя, чтобы создать то, что он может создать. У кого-то не хватает удачи, но у него есть талант, но он не может продвинуться вперед. У кого-то есть деньги и имущество, но у него нет ощущения счастья. И поэтому, как бы, чтобы у него не было, у него все уходит сквозь пальцы и как-то и незаметно. Каждый приходит для себя. Вот у кого-то есть стремление прям деньги заработать, золото купить и так далее. Он к этому пойдет. У кого-то есть стремление просто душевное спокойствие. Слишком много прошло в жизни, пока он не готов к богатой жизни, потому что богатство или имущество любое, оно тоже, знаете,
скажем так, обязывает к чему-то. Потому что, что бы у тебя не было, тебе нужно то налог платить, то следить за этим и так далее. Давайте дальше. Уважаемая Инга, примите мою благодарность. Пока на словах. Последние годы вы единственный человек, по-моему, которому действительно не безразличны люди не на словах, а на деле. Спасибо за заботу и за ваш титанический труд. Спасибо, Яне, за труд и за помощь нам. Всех благ и удачи подписчикам. Альбина, я хочу вам сказать, что вам нужно уже стремиться к большему. Потому что у вас такая усталая душа, и вы рады даже тому, что есть сейчас. Вам нужно просто стремиться уже к большему. Как только вы захотите большего, уже вам дадут больше. Духи, они демократичны. Они смотрят, что хочет человек. Ему достаточно просто спокойной жизни. Значит, будет спокойная жизнь. У нас тут ветер был жуткий и ураган прям. Я хотела снять, потом думаю, да ладно, сейчас неохота. Уже много раз снимала, как я это останавливаю, знаете. И перед тем, как начать прямой эфир, начала разговаривать с ветром. Просто попросила успокоиться, потому что от него зависит мой интернет. Понимаете, если ветер, если дождь сильный, то начинает тупить интернет, и я очень долго не могла зайти в чат, чтобы с вами поговорить, если вы заметили, потому что был дождь. Я пыталась как-то переждать и успокоить. А теперь я вам сейчас хочу показать, чтобы вы увидели. Вот, абсолютная тишина. Кстати говоря, сегодня говорили, что сегодня весь день, там всю ночь будет жуткий дождь, ветер, вообще не останавливался. Видите? Да, природа слушается все же. Слушается и слушается сильных людей. Так что договорились, да, мы с ними. Так что можем спокойно дальше провести эфир. Вы знаете, я считаю, что постоянно снимать нет смысла и желания. Ну, устаешь, и потом, кроме всего прочего, люди и так видели, они и так знают тебя и твои работы, собственно говоря. Знаете, что самое обидное, когда начинают снимать тему ведьм. Недавно услышала у человека известного, думала, она разумный человек. Но она разумный человек. Я надеюсь, что она имела в виду не именно ведьм, а имела в виду женщин, которых так обзывают. То есть не очень нормальных людей, да, женщин. И вот из-за вот этой шантропы понятие ведьма настолько искаженное дошло до нас, и до сих пор этот стереотип дурацкий сохранился, когда всяких склочных тупых баб называют ведьмами. Это очень обидно для ведьм, я вам скажу, потому что к ведьмам они никакого отношения не имеют. Так, пройдемте дальше. Доброе утро, Яна. Еще раз здравствуйте. И вот сегодня я смотрела здесь важное сообщение уважаемой Инге, и она просила отправить, ну как, она сказала, вот как в этом, в Как пережили? кризисное время, какие ритуалы больше помогло. Мне больше всего помогло, знаете, помощь из ниоткуда и страж перед кризисом, и ритуал из красного мешочка, горсток монет. И последнее, вот то, что уважаемая Инга давала, это самый спасительный заговор в кризисное время. Вот это все мне очень хорошо помогло. Я вообще в чужом городе одна осталась, и виза у меня кончилась. Все как-то, я как-то была в безвыходное положение. Я стала вот эту заговор постоянно читать. Откуда ни возьмись, появились люди, кто помогал, кто продукты приносил, потому что мы не можем выходить на улицы везде вот это, с этим карантином. Очень даже вот
невозможно, где я сейчас в этом, где я осталась, там вообще невозможно, ужасно. Поэтому вот я очень благодарна уважаемой Инге. Дай Бог ей долгих лет жизни и крепкого здоровья, терпения. Низкий поклон ей. Спасибо, очень приятно. Давайте дальше послушаем с вами. Здравствуйте, уважаемая Инга, здравствуйте, уважаемая Яна. Хочу поздравить вас с приобретением вашего жилья. Вы действительно пример для нас, чтобы стремиться нам и получать. Хочу поблагодарить вас за ваши ритуалы. Они действительно работают, особенно в это смутное время. Большое вам спасибо за это. Ритуал Анеюшка работает изумительно, когда вы нам его подарили, как раз после этого в ЮС начался это мракобразие, карантин, в общем, все были в панике, но мы с мужем работали, муж работал и работает на полную ставку, и многие их объекты были закрыты, но он работает. Я начала работать только по 4 дня, но меня попросили, в общем, предложили выйти на склад, там нужно было перебрать, организовать все, и помощь была нужна. В общем, я согласилась, вышла. И какое же было мое удивление, что там очень много всего, в общем, как бы им надо было от этого отдать кому-то или избавиться. В общем, я просто несла оттуда сумками, как говорится, ванеюшки, чтобы некуда было класть, Да, прятать. В общем, так оно и получилось. И доходило просто до смешного, что говорю, хорошо, можно вот это возьму, мне говорят, забирай еще больше. В общем, несла я все домой, и все забито, и кушать есть что. Другие клиенты, в общем, предложили тортик, мяско. И мы еще даже не успели этот тортик съесть, как мой муж приносит огромную коробку. Я говорю, что это? Он говорит, еще такой же торт. Ну, мы смеялись просто. Ему один клиент на работе просто подошел и отдал эту коробку и сказал, что ему это очень много. Вот. И сейчас последние 3 недели я уже практически вышла в норму. 5-6 дней в неделю работа. Это все благодаря Анеюшке. Но также я делаю спасительный ритуал в кризисное время. Он тоже работает. Потом моя мама стала делать спасительный ритуал в кризисное время. У нее сработало так, что моему брату и его жене дали разрешение на посещение моих родителей. И плюс еще дополнительно выезд на дачу, причем не один раз, а постоянно ритуалы работают. Но также я делаю еще колдовскую монету, ритуал на черта казначея. И, в общем, раз в месяц я делаю халяву. Она тоже очень работает. В общем, забито все. И продуктами, и вещами, и подарки мы получаем. В общем, срабатывает. Все срабатывает благодаря вашим ритуалам. Дальше. Так, я сказала, подарки получаем. Так, да, еще 3 клиентов решили дать дополнительно деньги. То есть одна сумма была $170, другая сумма была $160, и 3-я сумма была $50. Это все пришло плюсом. Так что все работает.
Итак, дорогие друзья, Спасибо вам большое за всю вашу работу. До свидания. вот послушайте меня. Вот некоторые говорят, вот почему, то есть откуда вот может прийти, вот как, вот откуда, из ниоткуда придет, понимаете, вот, ну как, вот, ну вот я, вот у меня там на работе не может столько быть. А видите, из ниоткуда, вам же сказано было, оно приходит из ниоткуда. Кому-то в голову придет вам принести подарок, подарить, кому-то в голову придет вам принести продукты отдать, потому что много там привезли, кому-то еще что-нибудь, понимаете? Оно вам помогает из ниоткуда, дорогие друзья. Вам не нужно думать, как это будет работать, а что будет. Я вам приводила пример с машиной, еще раз привожу. Вы садитесь за руль, не все знают устройство машины, не все знают, что где там находится, как топливо подается в мотор и как там зажигание включается. Вы просто знаете инструкцию по вождению. Вы получили права, садитесь, заводите и едете. Все. Вы не едете и не думаете, а как колеса там крутятся, а как колеса контролируются, а как машина поворачивается, а что там делается, а как там зажигание сейчас работает. Вы об этом не думаете. Вы сели за руль, вы знаете, как надо ехать, вы выучились на это, вы сели и поехали. Все. Вот то же самое. Вам сказали сделать, вы взяли, начитали. Откуда оно придет, как Вселенная там это вам отдаст, откуда вам, скажем так, кто вам чего подарит, это уже пусть Вселенная сама решает. Вы попросите и отдайте ей на ее волю, усмотрение. Она найдет, через кого вам что принести. Понимаете, для Вселенной не составляет никакого труда вам машину потянуть в семью, в жизнь. Или, не знаю, или стаканчик с чаем. То есть без разницы, вы не думайте о том, блин, ну вот ладно, я бы попрошу, например, туфли новые, ну, предположим, смогу накупить, накоплю и приобрету. Но если я попрошу там, я не знаю, машину новую, ну откуда она мне принесет? Ну вот как, вот чего? А вы попросите, вы сделаете, и через некоторое время очень может быть, что вам предложат такую работу, что вы за короткое время эту машину купите. Вы понимаете, вот иногда задумываешься и начинаешь понимать, вот даже перед встречей с человеком, новым человеком в своей жизни, ты начинаешь понимать, что все приметы, все вот эти вот определенные случаи, они все намекали тебе на то, что скоро в твоей жизни появится человек. Сны и прочее, прочее. Ты просто не обращал на это все внимания. Но тебе намекали, тебе говорили, что скоро будет это, понимаешь? Ты просто в это не верила, думала, да ну, откуда это? Да не может быть. То же самое здесь. Вселенная не составляет никакого труда вам дать то, что вы просите. Просто вы должны это делать. Понимаете? А то некоторые берут, там фортуну поставили, услышали у всех, вот, купили фортуну, положили, два раза почитали, и ноют, и ноют, и воют, и ноют. Вот мы читаем, а что-то не... А сколько раз вы читали и что вы читали? Ну вот я там денежный шепоток там один раз прочитала, вот, или там муж 2 раза прочитал. Вы понимаете, что вы должны свою энергию приучить к этим силам? Понимаете? Вы должны свою энергию приучить к этим силам. Если вы не приучили, не требуйте прямо сегодня и сейчас каких-то великих там свершений или помощи в вашу сторону. Ну, вам, как вам сказать, вас должны узнать эти силы, узнать эти боги. Вы должны их делать и делать. Пожалуйста, люди, которые в кризисное время делали мои работы, ритуалы, они ни в чем не нуждались. Они замечательно жили, понимаете? И прожили этот момент, и пережили этот момент. Даже те, которые потом, перебежчики, знаете, собаки 7 дворов, побежали куда-то еще что-то писать. Даже эти ублюдки, они тоже благодаря моим заговорам и ритуалам пережили кризисное время замечательно, лучше всех. Люди просто забывают, люди, они так созданы. Вот сегодня ты им нужна, они сутками будут сидеть с тобой, говорить, делать твои работы, благодарить тебя.
А завтра они все, этот момент миновал, уже все прошло, и вакцины не будет, и дела пошли лучше, и то, что ожидалось, это страшное не случилось, именно благодаря совместным этим всем ритуалам и нервотрепкам. И все, и забыли про все. А помните, что весь кризис, кто с вами сидел вообще, и кто вам помогал, и кто вам объяснял, и кто вас выводил, и кто не давал вам упасть духом? Вы это помните хотя бы? Хорошо, если помните, понимаете? Потому что такие моменты познаются люди, которые с народом. Вот такие моменты. Моменты, когда тяжело, в моменты, когда депрессия всеобщая, когда всеобщий кризис, страх, ужас. Вот в эти моменты те люди, которые были с вами рядом и не давали вам пасть духом и помогали вам пережить этот момент, эти люди и есть настоящие люди. А все остальные на вас зарабатывали. Все остальные вам какие-то амулеты от коронавирусов продавали и всякую херотень. Каждый побежал на этом делать бабки. Каждый день там вирус, коронавирус, посмотрите, сколько народу, что надо делать, какие книги купить, какую святую воду надо пить и все такое. Они на этом зарабатывали, они вас использовали, ваш страх, чтобы на этом заработать. Понимаете? Вот о чем речь. Просто не забывайте, потому что это страшные моменты, во время которых люди и понимают, кто был кто был рядом, а кто так себе. Помните, еще раз напомню вам стихи в эпосе, да, о вещем Олеге, когда он предлагает волхву деньги, дары за то, чтобы тот взял свое слово обратно, как бы отрицал, что то, что он сказал, что он примет смерть от коня, что это неправда. Он не хотел верить в это. И что сказал он? Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив, сейчас вспомню, уже не помню эти слова, правдив их могучий язык и с волею небесною дружен. Понимаете, люди, которые сидят там, ой, делаем ритуалы на благополучие нашего правительства, еще кого-нибудь, эти вот жополиски. Какие они ведьмы нахер? Какие ведьмы? Правительство приходит и уходит. Правительство и так жирно живут, они не болеют и не бедствуют, все у них прекрасно. С народом должна быть ведьма, понимаете? Ведьма, она с народом. Вот тогда она ведьма. Здравствуйте, Нана. Это к тому, чтобы не забыли люди просто. Люди очень забывчивы. Люди забывают, что было недавно. И кто им помог просто не сойти с ума, не опускать руки, идти вперед и победить. К сожалению, люди об этом не всегда помнят. Смотрите. Здравствуйте, дорогая, милая, родная Инга. Низкий поклон вам за все. Особенно благодарна за 2 ваших ритуала. Здоровый сон и исцеление во сне. Нет слов, они просто чудо. Я стала спать, не просыпаясь, исчезли боли в суставах. Я просто летаю. Могу держать младшую внучку на руках часами, но продолжаю слушать вас дальше. Это Марина из Израиля. Мы с ней давно работали. Она еще была в Москве, мне подарки привозила. Я знаю этого человека давно. Понимаете? Дальше. Вот показываю вам. Я просто беру вот из-под роликов, что пишут люди. Почти год назад ваш канал появился в моей жизни. Не знаю даже, как все было бы. Страшно думать. Все наладилось. Джип выкупили с автоломбарда, и золото все выкупили с другого ломбарда. И всем долги вернули. И муж стал клево относиться, ухаживать, стал подарки дарить. Окружение поменялось. Это чудеса, и постоянно что-то происходит удивительное. Слушайте каждый ролик внимательно и все делайте. Не ленитесь. Понимаете? Вот реально ведь сколько людей, которые просто говорят, я даже боюсь говорить о том,
вот не то, что говорить, думать о том, что было бы, если бы я не встретил ведьмину избу. Это все вам даром дается. Неужели вам лень? Ради себя вам лень. Иногда пишут мне, знаете, здрасте, в чем дело? Скажите, у нас в семье там что-то происходит. Я говорю, послушайте меня. Вы понимаете, что у вас должна быть совесть? Я не сижу сутками вот прям и не смотрю всех подряд, у кого что происходит. Если человек хочет прийти ко мне, действительно решить свою проблему, приходите, записывайтесь на консультацию. Нормально, по-человечески я посмотрю и объясню. Потому что, я не сижу вот просто так, понимаешь, ты будешь чай пить, а я буду сидеть смотреть, это же не двухминутное дело, гляну, что. Это за 2 минуты я могу объяснить, что происходит, но смотреть-то это уходит энергия и силы, понимаете? Людям, которым я помогаю и ставлю на ноги, и они опять идут и лезут головой то в руны, то еще куда-нибудь. Вы понимаете, что вы поганите, портите мою работу. Потом опять придете выть и врать. Все было хорошо, и на ровном месте что-то не то пошло. А я же увижу, я же вам скажу, вы брали в руки карты, руны. Вы же скажете, вы же признаетесь. Вы понимаете, я вас поднимаю на ноги, вы опять идете, лезете туда, куда не надо. Человеку говоришь, начни делать ритуалы, начни ради себя. Ой, ну вот, я боюсь, а вы можете сами делать. Да ни хера ты не боишься, ты просто ленивая жопа, которая ради себя ничего не хочет. В этом мире у человека не получается жизнь только из-за одной причины – лень. Человеческая лень, понимаете? Вот просто бери бесплатно такие сильные работы, которые просто чудесные, они помогают тут же, сразу же. Возьми, делай, начни, пробей эту стену, начни новую человеческую жизнь. А о чем ты говоришь? Ой, а вот вы можете, вот это самое... А вы сами можете, а я что-то боюсь. Ну чего, ты в нищете не боишься жить? Ты не боишься жить в дерьме, каждый день считать деньги последние? Неужели неприятно жить на широкую ногу, купить себе то, что ты хочешь, накопить на что хочешь, в конце концов, дачу построить, дом купить? Ведь у людей это получается. Тебе не страшно жить в нищете, а страшно менять свою жизнь. О чем вообще мы разговариваем? Вообще ни о чем. Дальше читаю. Вот, под заговором «Свести болезни на жабу». Добрый вечер. У меня на руке 4 месяца назад появилась киста на запястье. Изо дня в день она увеличивалась. Врач сказал, что можно вырезать, откачать у хирурга, если получится, либо жить с ней и не обращать внимания. Она не болит и абсолютно не доставляет дискомфорт. Я провела ритуал на следующий вечер после выхода ролика. Утром киста уменьшилась, так что прямо кисти ее не было видно. Прошло 10 дней, ее не стало вообще, даже на ощупь. Благодарю вас за этот целительный ритуал. Вот, отдать болезни жабе. Через жабу. Кстати, вот... все, нашла. Дальше. Да, деда Сидора люди уже перехвалили, расхвалили. Вообще многие фермеры, именно Краснодарский край, нас смотрят многие. Если не этот канал, то другие дочерние каналы. Люди в любом случае смотрят. И очень многие мне написали насчет деда Сидора. Прям не нахвалятся. Мне женщина писала из Узбекистана, она попросила ее не называть, потому что там узнают люди. Сейчас там неспокойно, не просто жить. И говорит, мы жили еле-еле, в общем, у нас климат там не очень, гуси эти, куры гибли. Одним словом, она начала читать деда Сидора. И говорит, вы не поверите, у меня столько их появилось, что у меня соседи просто лопаются от злости, уже начали ее подозревать в колдовстве. Ну, естественно. У нас, когда человек чего-нибудь добивается, у него обязательно договор с сатаной и что-либо еще. А то, что человек работает, никому в голову не приходит, понимаете? Но заслуженно помогли силой, заслуженно человеку, который
стремится и который хочет поменять свою жизнь. Заслуженно помогли, понимаете? Но у нас первым делом сразу же договор с сатаной. А как же ж иначе? Грязным людям, вы знаете, вот в голову не лезет, кстати, о грязных людях. Насчет будесницы, которую я выставила у меня в сообществе, вот этой будесницы, эта информация Илона получила от своих родственников, потому что они живут в Греции, и когда мы поинтересовались, они, в общем, кинулись, сказали, узнали эту женщину и нашли еще и статью. Эта статья, она в общем доступе, любой человек может зайти посмотреть про нашу будесницу. Это оттуда добытая информация. То есть люди знают, люди просто узнали, просто люди узнали эту бабу, и узнали передачу, которая про нее была, и все это скинули. И второй момент. Вот такие грязные люди, они же как думают? Они почему копают под другого человека? Они думают, но я же так живу, у меня там 1000 долгов, судимости, чего только нету. Ну не может же, скажем так, она же не может честно зарабатывать. Ну, все же так делают. Вы понимаете, что это не зря сказано народом. Каждый судит по себе. Своей меркой мерит, понимаете? Своей меркой мерит человек. Если он подлый, он ищет подлость в другом человеке. Пытается что-нибудь найти. Ну, не может же такого быть, чтобы... ну, как бы... Ну, а как же еще зарабатывают? Вот так вот. По себе судит человек. И поэтому начинает искать в тебе какой-то изъян. Ну, ищет компромат у тебя. И не найдя, начинает придумывать это все. Почему-то в голову не приходит человеку, что ты можешь честно зарабатывать. Вот не приходит им, понимаете, в голову такое, что вот в твоем случае ты зарабатываешь честно. Ну как честно? Ну честно разве бывает? Ну разве так? Ну они же все воровки, все эти шакаленки, все непонятные кто. Ну как может честно зарабатывать? Вот. Вам скинуть, да? Сейчас скину вам. Как? Сейчас. Это с общих форумов. Это не мне лично. Личные вещи я никогда не выставлю. И вы это знаете. Я вам сейчас покажу эту честную женщину. Ее честную жизнь. Вот украденное серебро, вынесенное из дома людей. Видите? Старинное серебро. Это 18 век и так далее. Пожалуйста, вот видите, какая честная она женщина? Как честно она живет. Вот это старинные украшения. Вот старинные украшения. Может быть, даже хозяева этих украшений найдутся и узнают себя. Видали честных людей? И эти твари еще сидят, не обсуждают. Когда ее сестра ее ограбила и убежала в Германию. Вы представляете, что? Она от страха поменяла свое место жительства. Написала, что она в Германии живет. А теперь смотрите, я не буду показывать. А теперь смотрите вот этого человека. Вот этого человека она кинула на деньги. Он мне потом написал. Сидит человек на инвалидном кресле. Вот его фотография. Честная баба. Видали? Просто не хочу показывать, потому что некрасиво. Потому что это мужчина и... Вот. Честные такие. Охренеть можно от их честности. А вот украденные вещи видали? Нате. Во, как вам? Узнали пальчики? Просто такие вот твари, они считают, что, понимаете, как вам сказать, что все такие же. Сейчас вам еще другой момент покажу, веселенький. Я, правда, их обозначила, как должно быть. Во, видали? 3 ишака я их написала. Ну, чтобы в нужный момент... Я даже не слушала, что они мне там несут и что мне отправили. Я плевать хотела, еще не хватало, чтобы... 3 ишака мне звонили весь день. Как вам?
Они видят, что на них реакции нету на клоунов. Все, битая карта уже на всесоюзное посмешище. Если кто-нибудь их вообще всерьез воспринимал когда-нибудь, теперь уже и этих людей нету, которые всерьез воспринимают, понимаете? Вот я и сказала, еще не хватало, придурки, даже слушать не собираюсь ваш бред. Сутками сидят тут. Так что, дорогие друзья, честно можно жить. Силы помогают честным людям. Понимаете? Просто нужно для этого быть человеком и просить, и делать ради себя. И тогда все у вас получится, и вас услышат. Теперь вот так вот написала, вот человек опять написала внизу. Читаю вам. Это насчет воздаяния врагам. А мои сплетницы-коллеги вначале тяжело переболели, даже в лице поменялись. Осунулись, а теперь уволились обе, остались без работы. Слава богам за справедливое наказание. Воздух чище будет на работе. Благодарим вас, дорогая Инга, за вашу помощь и так далее. Видали? Время подонков закончилось. Я вам еще раз к концу напомню, что как вы победили и как эти работы, которые недавно выставили, опять же, мне интересно, как и что получилось. Чтобы я просто выставлю, и те люди, которые хотят избавиться от подонков и подлецов своей жизни, они, скажем так, прибегнут к этому. Так. Все, остальное давайте-ка в следующий раз, потому что у меня еще дела. Да, и последнее еще покажу вам. Погодите секунду. Это открыть путь для всех. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хочу выразить огромную благодарность за ваш просто потрясающий ритуал «Открыть путь». Я его провела 22 июля, чтобы поступить на бюджет в академию. А сегодня мне сообщили, что я зачислена на бюджет. Счастью моему нет предела. Спасибо вам огромное и так далее, и так далее. Это раз. Ну, вы читали их, я думаю, что... Дальше. Вот Яна скинула. Добрый день, Яна. Уже писал вам по поводу кошки. Сейчас хотел бы выразить огромную благодарность. Спустя 1 месяц и неделю после операции кошка полностью восстановилась. Она и до полетов была активной, сейчас вообще летает уже по дому. Проблемы с тазом еще остались, но абсолютно не мешает ей передвигаться. Ритуал, который я проводил, защита для животных. Я хочу сказать, что это чудо. Животные восстанавливаются быстрее нас, это понятно. Но даже для кошки после падения с 8-го этажа так быстро встать на ноги – чудо. Так. Хочу поделиться результатом после ритуала защиты для животных. Выкладывался 2 года назад. 4 дня назад кошка выпала из 8-го этажа. Упала на бетон. Чудо было в том, что вообще услышали скрежет и шлепок. Успели сразу доставить в клинику. Вчера провел ритуал, так как кошка была не дома и возможности дать ей попить не было. Я просто скинул несколько капель в окно ночью. Провели операцию. Как результат, сегодня кошка дома. Уже пытался садиться и стоять. Вот она, бедняга. Вот она, бедняга. Вот так вот. Челюсть сломала себе. Ой, не могу смотреть, не жалко животных. После проведения ритуала за короткое время начала вставать на ноги. И вот она уже сейчас. Вот так вот. Дорогие друзья, мой вам совет. Кошек не пускайте особо сидеть на подоконнике. Я понимаю, что мы считаем, что животные, они умные. Да, они умные, я согласна и так далее. Но не забывайте, что есть злые силы, которые всегда рядом с нами.
И если в вашей жизни есть много зависти, ненависти и прочее, животное может заплатить своей жизнью за это. Понимаете? Следите за ними. Или сеткой там перетяните, закройте, или каким-то образом. Очень часто бывают моменты, когда кошки просто вот становятся на подоконник, поворачиваются, смотрят на хозяев и кидаются. Вот такие моменты бывали, когда люди не могли объяснить, что происходит вообще. Или их как будто кинули. Вы не забывайте, что есть такие силы, которые... Вы понимаете как? Вот смотрите, вы поехали с другом куда-нибудь отдыхать. Вот он ваш друг, вы его давно знаете, он замечательный парень. А раз он там напился, что-то у него случилось, заклинило, хотя он и раньше пил, и выпивал с вами, и все такое. И тут он такое сделал посреди леса, он мог накинуться, он мог пытаться изнасиловать, он мог бить. Понимаете, потом он не может понять, что с ним происходило. Вот я о том, доброй ночи, что нужно всегда соблюдать осторожность. Вы не забывайте, что с нами рядом находятся определенные силы. Кроме всего прочего, мы живем в таких местах, иногда порталы открыты, понимаете? Иногда открыты порталы, иногда чувствуем духов. Есть гиблые места, есть нехорошие места, есть места, где вот когда-то было старинное кладбище, на нем построили здание, и у людей происходят какие-то аномальные вещи, явления. Так я о том, что невзирая ни на что, да, вот, невзирая ни на что, бывают такие моменты, когда животные по непонятным причинам раз и прыгнули. Особенно кошки, которые очень осторожны. Я видела кошек, которые сидят и смотрят, знаете, вниз смотрят, и ты удивляешься просто интеллекту кошки, которая понимает, что это высота. Но на секунду думаешь, а вдруг какой-то момент она раз повернется и просто кинется с окна. Вот что-нибудь заклинит у него. Так что это имейте в виду и подальше своих животных от опасных мест. Все, дорогие друзья, я пойду, потому что мне нужно еще кое-что сегодня провести. Я надеюсь, что у меня будут силы это сделать. Но я очень хочу это сделать. Просто последние дни ужасно устаю, ужасно разбитая, и поэтому так медлительно стало. Но в любом случае, ничего страшного. Кто опоздал, посмотрит потом в записи, как будет время. Пожалуйста. И вам спасибо, и всем. И еще раз мой вам совет. Просите у сил и получайте. Пока вы не попросите, они вам не дадут. Запомните, они сами в вашу жизнь не полезут. Вам плохо? Попросите возмездие. Если человек виноват перед вами, он ответит. А вот эти лицемерные выкрики, надо прощать, Господь с ними и все такое. А потом не говорите, вот жизнь несправедлива, вот он мне сделал больно, а сам не наказался. А потому что ты лицемерно орала везде, что ты не хочешь зла, ты не желаешь зла, ты лишь бы все там были счастливы и так далее. И вот они услышали и сказали, ну раз ты не хочешь, тогда извините. Понимаете, о чем речь? И никогда, нам приходится иногда врать, имея в виду, что, например, если человек, который уродлив, спросит, я красивая, ты скажешь, конечно, чтобы не обидеть, потому что это чуткость, это тактичность. Но в остальном не врите, дорогие друзья, потому что если вы говорите о том, что у вас есть, а этого у вас нету, то никогда силы вам это больше не дадут. Потому что вы как бы сказали, да, в мир пустили информацию о том, что у вас это есть уже, а значит, его не будет. Вранье, подлость, подлые поступки, предательство, они утончают ваше вот это ментальное тело, то есть вашу защиту. Чем больше подлости, грязи и прочее, тем беззащитнее становится человек. Не просто же так говорят, да, в правде сила. Вот не просто так это сказано. Даже самые жестокие правители любили правдолюбов, любили людей, которые говорили им в лицо правду.
Они их уважали и понимали, что от них удара ты не получишь никогда. Человек, который тебе говорит правду в лицо, он тебе за глаза ничего не сделает. А вот тот, который улыбается, да, напомню вам четверостишье Хаяма. Урод над красотой смеется, дурак над гением Творца, предавший верности клянется, продавший нежно улыбнется, и нет начала, нет конца. Вот задумайтесь, какие великие слова. И там еще какой-то есть. Сейчас вспомню. Погодите. Надо найти четверостишье Хаяма. В этом мире лжецов, подлецов, торгашей, подлецов... сейчас, подождите. В этом мире лжецов, подлецов, торгашей, уши мудрый закрой, рот надежно зашей. Глаза крепко зажмурь и немного подумай о сохранности глаз, языка и ушей. Вот, да, великий человек. Это же все было пройдено им, поэтому он нам и оставил. Вот гениальные люди – это люди, которые принадлежат, то есть рождаются среди одной нации, но принадлежат всему миру, понимаете? Поэтому, когда вы говорите гениальный, гениальный – это человек, которого понимает любой и каждый. Понимает русский, немец, англичанин, персиянин. То есть он родной для любой души. Вот это гениальный человек. А остальные просто талантливые. Все, дорогие друзья. Всем удачи и всех благ.